Камера, мотор, поехали. Я бы жрал. Ссылка в описании. Если что, материться можно. Когда начинают говорить на непонятном мне языке, я начинаю нервничать. Запомните, на тренировках не надо быть как роботами. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня будем снимать тренировочку с Пашкой. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать плечи. Еще не подписался на канал. Ну ты даешь. Считаю до 3. 3, 2, 1. Обязательно подпишись. И Пашка расскажет про свои соревнования, на которых он недавно побывал, расскажет про подготовку, как подводился, ну и всякие приколы, которые были там на соревнованиях. А сейчас мы закинемся притренником и погоним. Очень хороший притрен. Очень важно, что содержатся те продукты, которые нам нужны для пампа. Цитрунил, бета-аланин и аргинин. А всяких стимуляторов на основе кофеина здесь нет, поэтому если тренировка вечером, то спокойный сон потом обеспечен. А где это взять? Да, если что, пишите. Нет, сейчас вы не хочешь? Не используйте шейкеры, чтобы их потом не мыть. Вот просто черпак в рот закинули и запили водой. Вкусно? Ну так себе. Кисло. Я выставляю такой угол, потому что у меня такие длинные грабли. Если будет ниже, то я буду просто касаться пола. Но я стараюсь все равно сохранять горизонтальное положение тела. Погнали. В этом упражнении работают как задний бычок, так еще и ромбовидные, когда уже выходишь максимально наверх. Я стараюсь поднимать до конца, чтобы был акцент на заднем пучке плечей и не забирала работу на себя ромбовидно, но это всегда такой пограничный момент, который не всегда успеваешь подхватить. Остальное просто простая логика, что не до конца поднимаешь, и я думаю, что этого достаточно выполнения упражнения. Нихера себе он подготовился. На 15? Да, первый подход по длине, а дальше уже 10-12. Пока я делаю, Пашка немножко расскажет про свои соревнования, на которых он участвовал. Основной акцент был сделан на том, чтобы выступить на любительской Олимпии. Я думаю, что любой из спортсменов как-то думал о том, что надо бы там постоять на этой сцене. Я хотел просто постоять на сцене любительской Олимпии, кайфануть от всего происходящего, от атмосферы. Но получилось так, что неделя до этого было соревнование в Варшаве 25 мая, Pro Qualifier. И тренер сказал, чтобы я там постоял в общей линейке, уже с возможностью выйти на про-квалификацию. Это, конечно, было такое смелое решение, но тренер сказал, значит, надо. Выступал я там в двух категориях, No Vice и Open категория. На Vice у нас было 15 человек. Мне повезло. В первом кулауте, первая шестерка, когда там они оставили 4 ребят, и среди 2 ребят, которых они вызвали еще, я был. И по итогу, по-моему, получилось, что я стал 6-м. Паша, а сколько у тебя вес был там на соревнованиях? Вес на сцене был 105. Особенность пляжников в NPC в том, что там уже нет весовой категории, там уже они оценивают просто внешних спортсменов по пропорциям. Ну и с моими ногами. Что меня порадовало, самые худые игры были не у меня. То есть были ребята похуже. В целом за год я постарался сделать акцент на ногах, потому что на самом деле сейчас в пляжнике это уже не такие свободные шорты, а это те шорты, которые уже прям обтягивают ноги спортсменов, поэтому нужно сделать на них акцент тоже. Паша, а ты чем грузился перед сценой и вообще в день соревнований много ел? А ты все еще не подписался на канал? Не забудь подписаться. Повезло, что мы приехали в Испанию за неделю до турнира. Приехали в воскресенье, сам турнир был в субботу, поэтому у нас была полноценная неделя, чтобы 2 дня побыть на кето, истощиться.
Это был понедельник, вторник. В среду, четверг мы грузились углеводами и водой. Это порядка 600-700 грамм углей в день, плюс 7-10 литров воды. Еще обязательно позирование, обязательно тренировки, обязательно кардио. В пятницу для того, чтобы быть в порядке со своим животом и в целом привести себя в порядок, у нас было пол-литра воды в день. По питанию практически не было никаких углеводов, опять же кето. Так что в субботу я был 107 килограмм, при этом абсолютно сухой, наполненный. Произошло волшебство, потому что такой вес на сцене я никогда не выставлял. Если я понял, что я не умею много есть, то в пятницу я не ел, и желудок был пустой, и никаких экстренных вариантов для избавления от еды я не делал. Микролакс не ставил. Кто знает, тот поймет. Слава богу, в этом году микролакс мне не понадобился. Так что, если что, Пашу не зовем на Хинкали Баттл. Хотя не, можно позвать. У нас правило одно, кто последний, тот оплачивает. Так что, Пашка, милости просим. Следующее упражнение, которое мы будем делать, махи в сторону, на тросах. Этот вариант выполнения упражнений хорош тем, что тросик, он всегда тебя давит и внизу, и наверху с одинаковым весом, и никаких раскачиваний у нас здесь не будет, как на гантелях. Мы сделаем 4 подхода, из них 2 хватом к себе и 2 хватом наружу. Немножко разный акцент идет. Как мы и договорились, что первые 2 подхода мы делали одним хватом, а сейчас хват обратный. Это, в принципе, то же самое упражнение, просто пучки немного по-другому идут в напряжение. Я стараюсь их так чередовать, чтобы взять акцент полностью в мышцы. А вы используете синтол? Протеины колю, да. Реально видел, в Польше был один спортсмен огромных размеров, и у него, банки были прям нереально большие, как моя голова. Подошел к нему, спросил, почему ты не готовился, а он так вот хитро улыбнулся и говорит, что меня дисквалифицируют. И больше таких умных вопросов я ему не задавал. Потому что он голову взял синтол. Или белок втирал в виски. А ты сколько набрал? На сцене я был 92,4. Сейчас у меня весы 109. Где-то в районе 17 килограмм. И это меня еще тренер мой останавливает. Я бы жрал. Ну и сахар останавливает. Следующее упражнение, и в принципе такое базовое, после того, как мы разогрели средний пучок и задний пучок, и оно будет идти с сетом на поднятие блина на переднюю дельту. Поэтому мы сейчас, наверное, добавим. Конечно, Мы добавим еще одну пятнашку, и перед собой, лично я буду поднимать, скорее всего, 20 килограмм, Антон поздоровее, он, возможно, будет больше. Да нет. Так что у нас будет 4 подхода, среднее количество повторений 10 плюс-минус, и перед собой поднятие блина на 10-12 раз. И в принципе после этого у нас остается трапеция, и на этом самая любимая группа мышц у меня заканчивается. А кто-то делает 2 часа тренинга, кто-то 3 часа. Блин, мы начали 45 минут назад, нам займет еще минут 20. Ну и то, это из-за того, что мы снимаем видео. Поэтому 40 минут это достаточно. Я принципиально беру здесь, потому что для меня кажется неудобным, когда рука у меня идет чуть-чуть впереди и идет такое движение. Для меня более естественно, чтобы рука шла вертикально. Но мне кажется, здесь нету положения правильно-неправильно, мне так более удобно. Так что как лучше чувствуете мышцу, так и делаете. Потом многие там по учебникам каким-то делают упражнения, непонятно для чего. 15? 12. 15. Работай. устал. Работай давай. Мне кажется, они плечи вкладывают. Тогда больше не приду снимать. Конечно, ты уже не придешь. Да. Потому что плечи. Ну какой красавчик, ну посмотрите. Какова красота. Что, ревнуешься? Последнее упражнение на плечи – это упражнение на трапецию.
Сегодня мы делаем с Мити подконтрольно, спокойно, работаем плечами, а не головой. Как говорится, не будем дротить. Кстати, Пашка очень хорошо знает эстонский язык, и кто хочет его потянуть во время тренировки, как раз можно сделать практику вместе с Пашкой. Он подскажет поговорить с вами на эстонском языке. Järgmine ülesanne on trapets ja siis korduste arv on mingi 10–12 korda. Teeme rahulikult, mingit kiiksu peaga ei toimi, rahulikult ülesse, rahulikult alla. Ja ropendada võib nii eesti kui ka vene keeles. Когда начинают говорить на непонятном мне языке, я начинаю нервничать. Упражнение гусь. Главное, чибиса не задеть. Нет, на самом деле я делаю иногда вариант сзади, но там точно так же за жопу цепляюсь. Поэтому что из этого хуже, я даже не знаю. Я буду делать спереди, потому что мне так комфортно. Просто чибис длинный, поэтому... И запомните, на тренировках не надо быть как роботами, выполняя задания. Надо всегда получать удовольствие и кайф от того, что вы делаете. Ну а ты, если не подписался, не забудь подписаться, поставить лайк, комментарий обязательно, а то никто не пишет. Все только лайки и говорят, что клево, круто. Пока-пока. Ootan teid trenni raisk. Все. Чао-чао.